Мы сразу идем туда. Включаем газоанализатор. Эта штольня, она находится в ущелье гор, если можно так сказать. И сейчас уровень отметка над уровнем моря составляет 740 метров. 5 секунд 4. Все, газоанализатор заработал. Уровень кислорода 20,5. Немножечко понижен. Ну, потому что, наверное, мы в горах. Я эту штуку сейчас цепляю на себя. Все. И погнали. Есть толки? Возможно, там и тупик, я не знаю, но сейчас посмотрим. Свод кровли выложен из кирпича. Это нетипично немножко. Но я думаю, что мы упремся либо в тупик, либо выйдем, соответственно, на саму, так сказать, фабрику. Конвейер очень старый. Лента еще в натяжении. Мотор свежий. Да, движочек остался. Движочек не тронут. Там завал. Где? Там? Да, да. Там, да, там завал. А там что у нас? О, там еще. Там выход на поверхность. Мы туда пойдем. Лента съехала. Напоминает немного мне шахту номер 0. И вот сейчас мы спустимся туда, посмотрим. Должно быть тоже что-нибудь интересненькое, эдакое. Так, воздух у нас 20,5. Сейчас будем спускаться вниз, поэтому прислушиваемся к газоанализатору. Вот тут низко. Вообще. Да, все ржавое очень сильно. Так, ух ты, какие здесь пространства большие. Но таль ручная, цепная, удивительно. На балке, охренеть. Даже тут порисовали. Ну смотрите, опять-таки свод кирпичный, что не типично для горных выработок вообще. Лестницы нету никакой. Поэтому будем перелазить и вылазить как-либо. Даже немножко в кабинете сохранилось. Ну. Ага, я думал, это проход, а это щитовая была. Смотри, там тоже кабели, ну конечно же откушены. Бревно. И уходит туда же конвейер второй. Двойной конвейер, что ли, тут был. Куда? Только перелазит. Прикинь, там работает. Смотри, чтобы она не грохнула только. Ну да. Ну так плавно идет. Можно что-то понять. Ну и спускаемся сюда. О, да тут туда. Выработка уходит куда-то. Газоанализатор молчит. Ну, можно пройтись, посмотреть. Да,
Наверное, и рельсы есть, скорее всего, да, есть. Но очень замулены. Ну вот и все, походу. Дальше пройти будет тяжело, потому что у нас тупо нет сапог. Мы, по идее, вообще сюда не собирались заезжать, если честно, в эту шахту. Но сапожки у нас отсутствуют. Ладно, попробую пройтись хотя бы по краю. Что там дальше? Нет, там есть, но по воде. Ай, блин, не думал, что... Да. Да, не хватает нам сапог. Так что дело такое. Даже какая-то надпись на стене. Вернемся потом. Так, нам наверх. Это наверх. Это не прямо, это тупо наверх. Уклон. Мы оттуда пришли. И туда сейчас идем. Ну, видите, производство было небольшое. Конвейерная лента узкая. Поэтому объемы добывались не очень большие. Замуленная выработка тоже. Трубы. Идем вверх. Идем. Еще идем. Ой, здесь можно доску будет вот эту взять и по воде попробовать по ней пройти. Ну, по ней поехать можно, наверное. Наверное, кто-то... Лампы. На джойстик чем-то похоже. Ладно, идем в середину. Такой нормальный уклончик. Кабельные держатели. Маленькая шахта, совсем маленькая. Даже ролики крутятся. Ага, тупичок. Опа, чувствуешь? Давай по одному. Железяка какая-то лежит. Не, прогибается. А, да. По одному пойдем. Там тоже какой-то стрелки какие-то есть. Аккуратно, тут просто потерял. Пёрочка осталась. Клетюха. Да, клетюха. Доски какие-то вообще ненадежные. Аккуратно. Сейчас я своим просвечу. Да, клетюха есть. Но я думаю, здесь не глубоко относительно. Ага. Окей. Направляющие. Там что-то. Ну, постараемся все сегодня посмотреть. Что за шахта такая и что здесь добывали? Вернемся немного в историю. Первое упоминание шахты датируется еще в далеком 15 веке. Италия. И добывали здесь серебро, несмотря на остальные подземные разработки в этой местности, которые занимались добычей железной руды. В 1860 году оборудование и методы добычи рудника устарели, и конкурентоспособность стала нулевой. Шахту закрыли.
Позже некая английская компания пыталась перезапустить шахту, но в 1904 году все рудники были заново закрыты. Но это еще далеко не все. Спустя 30 лет, в 1935 году шахту восстановили для выращивания флюорита. Что такое флюорит? Это фторид кальция, который применяют в металлургии для получения высококачественных сплавов, в стекольной промышленности для получения матового стекла, в химической промышленности, в оптике, даже в атомной и космической отрасли. Это очень кратко говоря. Конечно же, этот камень является украшением и его часто используют в магических ритуалах. Но вернемся к истории. С началом добычи флюорита в 1935 году надшахтное здание было полностью перестроено, а оборудование было модернизировано в то, что мы видим сейчас. Основным заказчиком флюорита была США. Производство было запущено в полной мере. Последовал период славы рудника. Но уже к 1970 году спрос на фтор очень упал. Затраты на содержание шахты резко возросли. Часть рабочих была уволена. В 1999 году шахта полностью закрылась. Теперь я постараюсь немного рассказать вам о том, что здесь осталось. Знакомьтесь, это смешивающий бак. Там внизу можно увидеть так называемые лопасти. В нем раздробленная порода в виде пульпы смешивается с реагентами и далее попадает на флотацию. Знаю, флотация страшное и непонятное слово. Позже объясню, что это такое. Это бункер. Нет, не военный. Производственный бункер для хранения сыпучих материалов. В данном случае мы видим там раздробленную горную породу. И да, туда можно легко провалиться. Просто охренеть. Я вот схватился, а даже не отпускал руку. Знаете почему? Потому что я вроде бы и бетон, становлюсь очень аккуратно. Но я услышал, как снизу посыпалось вниз что-то. Я просто вот так вот стал. Очень стрёмно. На вид вроде бы ничего так, но она очень гнилая вся. Очень гнилая. Шахта очень старая. Это здание очень старое, ветхое. Да. Слышали? Что-то упало там. Охренеть. Просто. Тут с краюшку стану. Просто охренеть. Поэтому ходить здесь опасно. Ужасно опасно. Так что не рекомендую сюда ходить. Мы сейчас будем искать что-то другое, более побезопаснее место. Охренеть, а выбираться-то как-то надо. Пипец. Также есть действующая трансформаторная подстанция, непонятно для чего, но и выяснять мы не стали, чтобы не нервировать работников либо охрану. Следующий у нас это винтовой конвейер, предназначен для дозированной подачи сыпучих грузов, является дополнением к ленточному конвейеру. Дробилка. Она находится во главе этой обогатительной фабрики, в самом верху здания. Сюда попадает горная порода непосредственно из недр рудника по ленточному конвейеру, возле которого мы поднимались. Порода измельчается в более мелкую фракцию и далее попадает в шаровую мельницу. В какую мельницу? В шаровую. Сейчас объясню. Слушайте, ну я хожу вот сколько,
опасненько. У нас, допустим, в Кривом Роге более-менее сохранившиеся объекты такие остались. А тут опасненько. Тут чувствуется, что железо очень в плохом состоянии. А вот это вот либо барабан подъемной машины, но нет, это тоже очень похоже на мельницу. Да, это мельница, я уже вижу. Да, то есть если был бы барабан подъемной машины, был бы здесь какой-то выход на копер. Но так как это штольня, здесь нет шахтного ствола, и то, что я вам показывал, шахтный ствол с клетью, это, так сказать, лифт, который используется только на фабрике между 4 этажами. То есть ниже опуститься не получится просто-напросто. Смотрите, все в досках. Тут перекрытия практически везде деревянные, и состояние этого дерева я понятия не имею какое. За столько лет. Там еще вниз что-то уходит. Тут столько уровней. Мы посетили, сверху были, в самом верху. Сейчас казалось бы, что мы уже должны быть. Да, прогибается немножко. Ох, тут прогибается. Ох, охренеть. Что это за шаровая мельница? В барабан мельницы попадает порода, внутри которой находятся, грубо говоря, металлические шары. При вращении барабана шары, перекатываясь, падают на породу и измельчают ее в пыль. Только представьте, какой шум создавали эти агрегаты. Жесть. По-моему, здесь остановилась клеть. Сейчас попробую просветить. Не, обманочка. Не остановилась. Смотрите, выемки. Это даже не рельсы, это для тележки, что ли. Не похоже на рельсы, да. Типа лежачие двутавры какие-то в виде рельс. У них стоять, кстати, безопасненько. А не, клеть здесь. Ох, ё-моё, какая она старючая. Хотя здесь рельсы. Очень удивительно. Но сама клеть. Мы там сверху были, светили вниз. Ну да, здесь такая клетюха. И вниз что-то уходит. Сейчас что-нибудь бросим вниз, как обычно. Проверим глубину этого так называемого ствола. Бросаю. Затоплено. Там внизу затоплено. Ну, метров 10 где-то еще вниз. Да, я эту штуку не открою точно. Заструба. Ладно, пойдем пройдемся и посмотрим дальше. Высоковольтные изоляторы. А значит, это одно. Внутри есть трансформаторная подстанция. Вряд ли что-то осталось внутри, кроме пустых электрошкафов.
Помните страшное слово? Флотация. Так вот, это флотационная машина. Сейчас объясню, что это такое. Итак, флотация простым языком. Измельченная горная порода погружается в маленькие камеры со специальным раствором, в которые частицы минералов смачиваются водой и тонут, а другие наоборот всплывают и уносятся пеной. Это один из способов обогащения. Еще можно сказать, что это сепарация. Таких камер тут много. Каждая флотационная машина имела свой пульт управления. Удивительно, что электрическая часть тут сохранилась, даже всем нам известная фирма. Помните, были такие телефоны? Мне нравилась там одна игра с ящиками. Хотел туда пройти, но видите, как пол вообще страшный. Не, мы туда точно не пойдем. Очень стрёмно. Там вообще вон видно как минимум один этаж точно вниз уходит. Ужас. Придется вернуться и обойти это все дело. Вы только посмотрите, здесь походу была узкоколейка. Надо же. Но место крайне атмосферное в горном ландшафте, смотрится очень атмосферно. Когда-то давно кто-то закрывал это все, и было это под охраной. Сейчас уже везде там побывали, все прогнило, практически ничего ценного не осталось. Здесь рядом дорога, и машины ездят и немножко так портят саму атмосферу, но тем не менее она тут очень мощная. Очень много пустых помещений. И самые доступные помещения, они очень обрисованы. А туда, куда надо вылазить, люди ленятся, и там меньше всего обрисовано, это же очевидно. Человеческий фактор — это лень, даже вот опрессовки стен. Но смотрится шикарно. Здесь даже есть своя мини-лаборатория с образцами горных пород и готовой продукции для контроля качества и конкурентоспособности. Но флюорита здесь, конечно же, нет. Его растащили кто только мог. Итак, мы пришли там, где вода, и пройти невозможно. Там что-то есть, но все равно сложно. У меня не хочется ноги мочить, поэтому мы, наверное, не пойдем туда и вернемся, думаю. Так что, ребят, извините, я не хочу мочить ноги. Ага, идем. Сейчас будем смотреть по газоанализатору, потому что, возможно, можем поднять сероводород. Ноги уже холодно, но ничего.
Ого, а тут слушай, тут не рудоспуск, а... Ну да, можно сказать, что рудоспуск, действительно. И Что уходит. туда может быть бросить? Да, там не глубоко. Фу, стрёмно. Надеюсь, это все держится очень хорошо. Да нет, здесь уже там глубочайно. Ну не вижу, у меня все черное, тоже не вижу. Все черное. Ага, выработка. И, ну, сложно сказать, что это прям шахта, потому что отделка здесь бетонная, опалубка, кирпичи, кровля, вообще тоже плиты какие-то лежат. Странно. Ну ладно, идем дальше. Анализатор мне говорит, кислород в норме. Мы пройдемся еще. Я не особо был готов к таким пещерам. И каску, естественно, тоже мы не брали. Ага, воздушная перемычка. Воздушная перемычка подорвана. И тупик. О, какой здесь воздух стоящий. Воды много, глубоко. Куда-то уходит. Но воздух здесь теплый. Вот и клеть, которую мы снимали снизу. Вот она спускается в самое жерло. Ну и да. И да. Что-то уходит. Ну не знаю, воздух спертый. Сейчас анализатор говорит, что все в порядке. Ну душно. Протока нет никакой воздушной тяги. Ну пойдем посмотрим на выход. В общем, все примитивненько. И вот мы и вышли там, где были. Там, я говорил, была узкоколейка. И вот наклонная ленточная галерея. Да, ребят. Так что место неплохое. Какая-то железка даже сохранилась. Относительно неплохое. Видно, горная порода и заколы. Обвалившиеся заколы. Очень много. Но вот это вот место, да. Я думаю, что там дальше что-то есть. И клеть не зря тут находится, потому что из глубины выработки что-то приходит. Но, скорее всего, она там дальше заперемычена, потому что я не чувствую никакой воздушной тяги. Чувствуется, насколько воздух душный, стоячий и, ну, реально душно. И вот глубина, в принципе, жесть, глубоко. И там дальше я вижу тоже глубоко. Так что как-то так. Ну ладно, возвращаемся. В общих чертах это очень маленькая обогатительная фабрика с очень маленьким объемом производства сырья. Понятное дело, почему она закрыта. Современные гиганты производят миллионы тонн в год обогащенной породы, и создать конкуренцию при таких размерах просто нереально. Здесь очень опасно. Всегда что-то сыпется и отваливается. Зато можно увидеть душу этого маленького спящего монстра.